Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Что на пороге каких событий вы стоите? Что идет на ваш порог? С чем это будет связано, давайте с вами узнаем. Вначале мы выполним с вами сигнификацию, узнаем, кто вы и с кем сегодня готовы говорить карты. Какую историю они нам сегодня расскажут. И потому, как нам обрисуют карты вас, вы можете сориентироваться, насколько это откликается вашей душе. Итак, что же там за события? Чего ждать на пороге, если мы говорим? На пороге это значит совсем скоро, совсем близко. Хотя некоторые события мы, очень хотели бы осуществить и словно ждем чего-то. Вот знаете, когда мы чего-то уже не ждем вообще, тогда с нами и происходят какие-то добрые перемены. Итак, кто вы? Что о вас нам расскажут карты? Ого, рыцарь мечей. Но вас сейчас, по крайней мере, да, в этом состоянии не назовешь человеком, который находится, в каком-то добродушии, как минимум. Видимо, события, причем тут сами по себе какие-то перемены, внезапности, контакты с людьми. Или, знаете, ведь эта карта со знаком плюс проигрывается, я всегда говорю, когда мы хотим знать истину и правду. И мы ее узнаем, ищем дополнительную информацию или как-то беспристрастно смотрим на конкретного человека, потому что не хочется заблуждаться, не хочется надевать на себя розовые очки, чтобы и словно замыленным глазом смотреть на то, что нам обещают, рассказывают или хотят транслировать, это одно. А вот что есть по факту? Вот вы сейчас реалист больше, чем когда-либо. Я допускаю также иногда бунтарь без причины. Вот есть такое значение, пусть не в этой колоде, но все же, это я к чему? Может быть, есть конкретный человек, неважно кто он, друг или это коллега, может быть, мы ведь пока не знаем, одну карту достали. Вам что-то явно в нем не нравится. Вы где-то чувствуете фальшь. Вот именно фальшь заставляет вас быть реалистом и находить дополнительную информацию или подумать, буду я в этом участвовать или нет. Как долго? На какую глубину, например, отношений или участия я готова, или готов. Дорогие мужчины, перекладывайте на себя. Мне все же удобнее говорить для девочек, но расклад наш общий. Так вот, на какую глубину этих отношений готовы окунуться? Давайте посмотрим, что нам дальше. Ну, точно, не замечтаешься. Вы знаете, есть какая-то ситуация, которая для вас явно не нова. И поведение человека, пусть не конкретного человека, пусть с кем-то с другим, вы уже с чем-то подобным сталкивались, и вот этот печальный опыт, сын ошибок трудных, вы уже проходили. Но точно дежавю какого-то вам не хочется. Что у вас прямо сейчас? Это может быть свидетельство того, что все же это личная история, касается, может быть, ваших кого-то из близких, может быть, и супругов, любимого человека. Может быть, знаете, как коса на камень. Все бы было хорошо, и нам пока про чувства вообще не сказали. Нам говорят, что есть правда, есть, может быть, какая-то как жизненная развилка, в которой вам нужно выбирать или принимать какой-то решение, или выбирать путь буквально, или как дальше действовать. Вот все то, что я говорила по первой карте. И вы-то понимаете, что на кону, скорее всего, раз уж есть какая-то правда, или то, что вы пусть даже на уровне предчувствий, а вы наблюдаете, словно вы тут тоже можете где-то наблюдать, как ведет человек, или то, что он говорит, и что есть по факту. И можете подозревать, что тут просто меркантильные какие-то интересы. Все же об этом я тоже могу предположить. У кого-то из вас на кону просто сейчас сложная финансовая ситуация. Будешь тут реалистом по неволе. Что еще нам от вас расскажет карта? Вы знаете, вы уже для себя, скорее всего, вот из всех 4 карт, мои дорогие, как будто вы уже какого-то прорыва сами хотите. Вам уже надоело что-то из прошлого, то, что вам хорошо, прямо до боли знакомо.
Да, тут действительно будет, скорее всего, какая-то ситуация у кого-то по работе. Ну, даже если мы говорим не работа, по королю Пентаклей это может быть какой-то контакт с близким человеком, но он как будто касается или деловой сферы, или сферы денежной. И вот у вас есть какие-то свои планы, скорее всего, вы уже себе как дали зарок. Или, может быть, даже вы уже, ведь это олицетворение вас самих тоже может быть, да? То есть вы уже какой-то опыт имеете, и вы себе составили, пусть это где-то ментально, план, вот на что вы готовы согласиться, а на что категорически нет. Но здесь, видимо, ну, буквально какой-то человек словно врывается или какое-то событие, и вы сейчас на сложном выборе. Потому что вот ваше будущее, ваш успех как будто может быть сейчас под угрозой или под вопросом, потому что приходится корректировать собственные планы, именно связанные с человеком. Может быть, это какая-то финансовая история, и вы ее не можете как бы, ну, просто так оставить и уйти, к примеру, по-английски. Нет, вы понимаете, какое-то ваше участие предполагается. Или в какой-то, может быть, доле, в каком-то проценте. Но вот как это все увязать с тем, когда уже есть желание идти вперед? Потому что уже все вроде бы, все партии в шахматы сыграны. Для вас все что-то как на ладони. И сложная ситуация. Когда вас что-то удерживает, а душа уже рвется вперед. Она просит перемен, потому что, ну, может быть, и буквально у вас есть свои какие-то интересы или траты, вот у кого-то и так. Но происходит какая-то метаморфоза. И, скорее всего, я могу предположить, вы действительно правы. У кого-то из конкретных вашего, ну, окружения, у кого-то из людей может быть меркантильный вот этот финансовый интерес. Вас видит ресурсного человека, а ведь правда. Но десятка пентаклей может говорить, она как подтверждает то, что я сказала только что опять, да. То есть присутствует денежный интерес. Но для кого-то, откуда к вам приходят деньги, каким образом, может быть, там тоже некоторая путаница, или вам приходится себя несколько перестраивать, что-то переделывать, реструктурировать. А у кого-то напрямую это будет касаться близких. Может быть, вашей семьи, может быть, ваших детей, кстати, по рыцарю мечей. Может быть, даже взрослых детей. Ну, или кого-то из родственников. Пусть это даже касается друзей, но это, скорее всего, те, которые вхожи в ваш дом. И кто вас хорошо знает. Да и вы это тоже уже, скорее всего, знаете, чем человек дышит. Ну, давайте еще одну карту все-таки мы с вами достанем, проясним. Вот такой король мечей. Ну, тут правда, вот эти первые карты и в заключение король мечей. У человека есть свой интерес. Транслировать, как я сказала, можно многое, но тут рационализм. Может быть, кто-то из вас столкнулся с ситуацией, которая даже связана, пусть, к примеру, с каким-то родственником, с одним из родственников, да, или даже это человек достаточно близкий. Может быть, кстати, этот человек попал в какое-то сложное, затруднительное положение, и это где-то увязано с законом даже. И он пытается сейчас найти того, кто ему может помочь. Но и вы-то как увязнуть в каком-то деле не хотите, потому что, ну, знаете как, это не совсем о чувствах. Это именно есть какая-то конкретика по интересам или то, что нужно человеку от вас. Ну, это, наверное, альфа и омега, начало и конец. Ну, вот какая-то такая история, мои дорогие. И она переплетается, да, на самом деле, и с личной жизнью, и с деньгами одновременно. Но она идет совершенно вразрез с вашим планом. Планы ваши – это и идти вперед. Может быть, у кого-то, кстати, иногда аркан колесница говорит об, ну, все же это старший аркан, такой редко проигрывается, но, может быть, это человек, о котором вот сейчас идет речь, ему нужно решить свою финансовую ситуацию, потому что у него, ну, к примеру, смена автомобиля идет. Вот даже вот до такого банального, простого чего-то может найти, и человеку нужно выкрутиться, например, в деньгах как-то. А вы человек ресурсный, и именно в вас видит помощь и поддержку, либо какой-то свой интерес,
Либо, мои дорогие, это может быть и человек где-то на расстоянии. Он не с вами близко живет, а он где-то находится. Может быть, вы встречаетесь, иной раз где-то пересекаетесь, видитесь. Может быть, это опять же даже кто-то из вашей семьи. Но я не могу сказать, что какая-то как стабильное отношение с этим человеком, ну, буквально, наверное, как ваш супруг, хотя такое я тоже допускаю, но, может быть, экс-супруг, у кого-то так проиграется. Все же расклад общий, перекладываете на себя. Но тут есть явно, знаете, вот как нестыковочка получается, планы ваши и планы человека. А в каком месте это все застопорилось? Это то, что вы ресурсный человек. Вот и все. Ладно, давайте пойдем с вами дальше и узнаем. Вот неожиданно совершенно. На пороге каких событий вы стоите? Настраивалась, честно говоря, на какую-то личную историю. Думаю, ну, может быть, карты расскажут. Потому что как-то у нас все более деловые расклады получаются. Ну, или такие рассуждения, да, философские на события и так далее. Думаю, ну, может быть, что-то в этот раз нам расскажут именно о любви. Но вот ни одной карты любви. То, что близкие люди, то это да. Или тот человек, кто вам хорошо знаком. Но тут ни разу не про любовь, ни одной карты о чувствах, мои дорогие. Ладно, так что же на пороге? Ну, контакты семьи никуда не денешься, да. Вы от этого человека не можете просто так повернуться и уйти, прервать контакты. Может быть, это какая-то история с обязательствами. Вы взяли обязательства. Для кого-то это будет ребенок, ну, может быть, и внуки, или какое-то там подрастающее поколение, может быть, да. Иногда и племянникам помогают, почему нет. Но это явно вот какая-то история связана с теми, кто знает хорошо вас и кого знаете вы, что на пороге. Ну, тут явно будет это продолжаться. Тут как бы в ближайшее время по принцессе чаш. Ну, мои дорогие, тут сложная ситуация. Это тот, кого вы реально любите. С вашей стороны чувства. Но, видимо, рассмотрите расклад, где-то пытаетесь сами продумать свою ситуацию. Значит, где-то подспудно вы уже понимаете, что, ну, с моей-то стороны чувства, а вот со стороны вот этой персоны, скорее всего, там не про чувства, что идет на ваш порог. Ну да, вот все то, что я сказала, вы пытаетесь найти какое-то среднее арифметическое, чтобы можно было вовремя отступить. Или как будто, ну, может быть, даже и финансами как-то решить вопрос, чтобы вы-то сами не остались в каком-то нулевом состоянии. Может быть и так. Здесь все-таки это больше защиты. Может быть, когда-то прежде что-то подобное мы с вами говорили. И, может быть, вы уже кому-то оказывали помощь, а в ответ глухое равнодушие. И вы теперь понимаете, что сейчас меня пытаются втянуть. Может быть, ну, таким, знаете, как бы исподволь путем. Или сейчас мне готовы оказывать какое-то участие. Но я не говорю, что там человек вам буквально помогает. Но это больше внимание, вот именно внимание, где-то через чувства. Вы это тоже любите, поэтому вас так подсадить на крючок достаточно легко, это на самом деле. Но я ведь говорила, вы уже сами реалистка. Поэтому вот вам какая-то оборона все-таки, я вижу, совершенно необходима. Может быть, это у вас сейчас, знаете, как в душе все рвется. Ну, как такое может быть? Вроде бы есть и чувства, но как будто, может быть, и нахально совершенно на этих чувствах пытаются сыграть. И вы пытаетесь самой себе найти ту не ту струну, на которой кто-то может играть, да, свои какие-то аккорды или свою мелодию, а вы как раз какую-то твердь пытаетесь себе найти и возможность, на что, может быть, сослаться для того, чтобы не участвовать в каком-то деле. Но вот какой-то очень сложный вопрос, и в ближайшее время как будто это будет продолжаться. Давайте узнаем, что, какие события идут на порог. Но тут правда, у вас постоянно, вот кто смотрит мой расклад, может быть, продолжает оставаться. Тут есть то, что заведомо ведомо, известно, ни к чему не придет, ни к чему не приведет. Есть какая-то проигрышная ситуация.
из которой вы, может быть, выбирались длительное время. И эмоционально, может быть, и материально. Здесь у каждого свое будет что-то. И у вас это удалось, как будто подняться с колен или выйти из, может быть, даже из затруднительного финансового положения. Но вам пришлось себя преодолевать, какое-то время ограничивать, сделать саму себя более жесткой, потому что иначе бы, ну, не выбраться было из этой ямы. Вот буквально так. Тройка мечей. Вы когда-то себе дали зарок, что все больше не ногой. Если я окажусь в этой ситуации, как будто я сразу увижу, что, ну, нет, со мной происходит какая-то игра. Вот человек фальшивит буквально. И вы себе давали зарок вооружиться мудростью вот этой, да, как сигнификация, вот эти три мудрые птицы. Ну, они у нас чаще, и ассоциацию мы имеем как мудрость именно. Филин, ворон и сова. И надо что-то продумать. И вот правда, вот вам именно прошлое вас немножко останавливает, тормозит, делает вас аккуратнее, что идет на ваш порог. Скорее всего, будьте внимательны, мои дорогие, ведь тут правда. Вы можете где-то не знать, понятно, мы люди, но, может быть, интуитивно чувствовать, что когда-то вы очень нуждались в помощи. Вам было, ну вот как-то очень тяжело, очень сложно. И, скорее всего, это все сферы жизни словно рухнули. Мир рухнул. Было настолько сложно, потому что опереться не на кого. Или даже сказать было не на кого. Может быть, вы оказались словно в изоляции какое-то время, и никому до вас не было дела. Вот вы какой-то тяжеленный опыт уже прошли, и вам не хочется его повторить. И карты ведь серьезные выпадают. Ну, правда, вот совершенно, мои дорогие, я не думала о том, что вот такой у нас пойдет сложный расклад. Но уже такие карты выпадают. Тогда, если мы спросили, что идет на ваш порог, что на пороге. Тут действительно нужно себя сохранять, потому что впереди, по сути дела, трансформация. Это может быть, поскольку старший аркан связано с какой-то новостью, которую вам доведется услышать, или, может быть, как перемены будут, к примеру, даже в законодательстве. Все же эта система всегда, башня, олицетворение системы, какого-то порядка. Так вот этот порядок, он видоизменяется. И нам еще предстоит только разобраться, что это происходит вообще. И потом свой какой-то порядок, организацию отстроить. Но когда, если мы говорим, словно башня как система рушится, это значит нам, вот эта невесомость, ее нам еще предстоит пройти. Значит, это может быть просто банально связано, когда мы что-то услышали, вот новость, да, может быть, даже в средствах массовой информации, но оторопеть мы можем все-таки по этой карте, потому что ничего подобного мы не ожидали. Это всегда внезапно, это всегда вот неожиданно, как-то скоро, или когда мы даже не предполагали. Кстати, по башнему вы можете как раз, это уже мы смотрим на будущее, что и вы могли это предчувствовать что-то, к чему это все шло. И тут понимаете, к чему это пришло. И тут, да, слушайте свою интуицию. Что на пороге? Ну, наверное, вот какая-то тройственная ситуация, может быть, игра своего рода. Она точно прояснится. Но, может быть, иногда, увы, нам приходится проходить сложную трансформацию, чтобы в конечном итоге праздник состоялся, мои дорогие. По этой карте, именно в этой колоде рождения чего-то нового. И, может быть, вы сейчас как сдаете жизненный экзамен на стойкость, выдержку. Знаете, вот так и хочется сказать. Самое главное – не предать себя. Это и есть быть самодостаточным человеком. Быть в согласии с собственной душой. Себе не отказать. И явно вы себе уже отказывали много раз. А потом получалось, может быть, какое-то фиаско. Или то, что вы надеялись, оно не сбывалось, не получалось. Поэтому, видимо, и еще какой-то заключительный аккорд, как будто он не сыгран. И, может быть, это у кого-то именно через новость, когда вы узнаете чуть больше, или когда вы поймете, что у человека были совершенно иные планы, нежели вам об этом говорилось. Может быть, вам человек скажет свое окончательное решение. Но
Будьте готовы к тому, с чем бы вы ни столкнулись. Для вас это рождение нового жизненного этапа. Но, видимо, еще какой-то вот такой вот заключительный, как последний вопрос на экзамене, да, от преподавателя. Вот что-то подобное еще может быть по судьбе. Вот правда, может. Старший аркан башня – это именно как карма и трансформационные процессы. Это то, что мы не можем изменить. Это мы можем оказаться в какой-то местности, или мы можем оказаться как в рамках каких-то, или в каких-то условиях. И вроде бы хотелось бы из чего-то выбрать, а по башне не из чего выбирать. Мы оставляем просто это прошлое, мы оставляем вот как это трухлявое дерево, да, которое мы думали, что это когда-то такой крепкий дуб, который будет всегда стоять, может быть, столетия простоял, ну еще столько же простоит, а тут нет. Но пока это не разрушится, ведь посмотрите, тут ведь тоже нам отчасти художник показывает, разрушается что? Скорлупа. А вылупился птенец, мои дорогие, новая жизнь. Ну вот вы на пороге перемен, мои дорогие. Вот мне интересно, давайте тогда мы с вами узнаем, что может измениться. Потому что тут на пороге перемен. Какие-то изменения будут у вас. Ну, где-то будьте к этому готовы, наверное. И пусть это будут приятные перемены. Что может измениться? Тут действительно какой-то у вас день сурка будет меняться. Вот конкретно. Это прежде мы думали, может быть, что-то пытались сохранять. Может быть, нам было даже страшно подумать, что, ну, либо с нами как-то могут так поступить. Или когда длительное время вы ждали, кстати, каких-то сообщений, важных бумаг, может быть, и согласований, но вы даже могли успеть разувериться в чем-то. И здесь вот мы спросили, какие перемены на пороге. И вот здесь именно какая-то замшелая такая вяло текущая ситуация, она начинает меняться. И что это за перемены на пороге у вас? Вы знаете, тут какое-то новое, может быть, мои дорогие, события от человека, которого вы хорошо знали. Все же карта ностальгии, девушка смотрит в пруд, и она как будто видит в воде себя и какого-то человека, с которыми, видимо, с которым была романтическая история. По этой карте, конечно, эта карта часто говорит и о наших родственниках, о добрых чувствах нежных, об эмпатии. Но в этой колоде все же больше ностальгия. И вот у вас завершаются перемены в том, что нет ностальгии, нет как будто воспоминаний. А что же еще? Вы подводите итог. Вы как освобождаетесь от чего-то. Но еще вам что-то предстоит узнать. Какая-то будет новость, которая сродни, когда пазл сложился. И вот эта новость по аркану башни, повторюсь, она может быть настолько неожиданна, просто имейте в виду. Вы можете что-то услышать, может быть, вас это где-то даже разочарует, я могу такое предположить, но вы должны четко знать, что если что-то рушится, мои дорогие, это вот как вот эта скорлупа. Птенец должен родиться, что-то новое должно родиться. Но пока это сковывает вот этого маленького птенчика, пока это новое, ну, может быть, и ждало своего часа, а вот теперь пора. И, видимо, вот у вас заканчивается какой-то длительный период, полный ваших, скорее всего, ожиданий, может быть, надежд, может быть, напрасных надежд. Или даже вот если касается, знаете, как отношения, пусть даже отношения в паре, когда мы верим человеку, да, нас можно тогда завтраками кормить, ну, я так условно говорю, или что-то обещать, причем пообещала, что это ничего не стоит, а мы верим, мы искренне верим. Но вот когда мы в таком полном доверии присутствуем, это ведь какая-то прежняя так история, да, проигрывается, то вот теперь это уже хочется завершить, потому что какие-то другие. Это две разные ситуации, по крайней мере, я вижу так. Тут у вас какая-то многозадачность. Вот с одним, может быть, из семьи, да, или с кем-то из близких. Вот нам рассказали историю. Но, наверное, не случайно рассказали, а после этого какие перемены мы спросили. И нам рассказывают уже другую историю, более любовную.
которая связана с каким-то, ну, вот буквально бестолковым ожиданием, когда мы потеряли просто много времени. И вот теперь вот мы подводим итоги. Но, может быть, одна какая-то правда, которую вы ищете, узнаете, вас делает таким более жестким реалистом, когда начал разбираться с чего-то одного, а потом пошел наводить порядок буквально везде. Ну, это как дома, наверное. Начал генеральную уборку, а закончил капитальным ремонтом. Ну, я, конечно, утрирую, шутя говорю, но что-то подобное в вашей жизни может проигрываться. Вот такие на пороге и события, и перемены даже. Хорошо, какие еще там у вас перемены? Через перемены на пороге. Тут надо спасать себя, спасать свое добро. По семерке жезлов с вами и будут пытаться, потому что вы человек ресурсный, мы об этом сказали, и будут пытаться на вас воздействовать, там, может быть, склонять, уговаривать, может быть, кто-то будет рассказывать про свою сложную жизнь. Вот, вы уже как в другой плоскости, потому что вы понимаете, нет, есть какой-то прежний опыт. Потеряно много времени, упущено много возможностей. Сейчас спасаю сама себя. Что еще будет меняться? Вы как-то пересмотрите взаимодействие. Взаимодействие может быть даже с близкими, может быть и с окружающими. Я могу предположить, даже по работе будут у вас какие-то изменения. Почему? Потому что вы пересмотрите отношение к людям. Какой-то ситуации вы пересмотрите. Вы как будто увидите, вы знаете, это как у нас открываются глаза. А до этого мы как с завязанными глазами. Может быть, этот баланс мы пытались удерживать, а потом в какой-то момент мы понимаем, вот как по тройке мечей, через мудрость, да, холодной головой. Боже мой, а ведь это нужно только мне одной, а больше вообще-то это никому не нужно. Ведь тут манипуляции могут быть со стороны, а с вашей стороны это искренность. И как тут? Какой баланс тут может быть? Никакого. Поэтому где-то и вы будете относиться, может быть, к некоторым людям. За что купил, за то и продаю. Да? Вот как ко мне, так и я. Может быть, это вы будете кто-то буквально вынужден отказывать кому-то, говорить нет в плане финансов, кстати. Потому что по двойке пентаклей мы тут настроены больше на свою волну. Мы уже по двойке пентаклей, знаете, чувствуем, что вот будущее, оно вот-вот на пороге, правда? И мы вот этот момент стараемся даже кожей почувствовать, потому что мы понимаем, тут могут быть не случайные случайности, или может быть как, ну, какая-то такая зацепка, которая дается раз в жизни, или может быть редко в жизни. И мы где-то наготове вот за что-то ухватиться, если нужно куда-то поехать или что-то согласовать, не упустить его величество случай или не упустить какой-то шанс. Вот с этим будут связаны перемены. Что еще за перемены? Вот, наверное, понимаете, вы будете подводить такие итоги, что насколько искаженное восприятие у меня было прежде, и насколько реалист я стала теперь. Ладно, давайте мы с вами узнаем, что же тогда будет дальше. Что идет на ваш порог? Что придет, в конце концов, на ваш порог? Чего ждать? С чем это будут связаны, эти события? А ведь, правда, захочется себя сохранить, сохранить финансы. Вы, понимаете, из области чувств вы становитесь, ну, наверное, более расчетливым человеком. Да, вы понимаете, что и где-то вас может так вот одолевать сомнения. Я боюсь остаться одна. Я боюсь, что от меня отвернутся люди. Может быть и так, кстати. Ну или один, да, перекладывайте на себя. Потому что вот ведь это карта жадины. Но предыдущие карты мы ведь тоже смотрим. Явно тут уже был какой-то минусовый опыт. И может быть вам именно вот этот момент боязни одиночества или что вдруг что-то случись. Вы ведь уже словно поднимались в одиночку с колен. И для вас имеет значение, или вам бы всегда хотелось ну вот искреннюю рядом с собой душу. А все это не получается. Но тут у вас на первый план выходят даже финансы или какой-то реализм. Тут не совсем про ощущения, наши чувства или эмоции. И вы понимаете, да, с одной стороны я рискую
потому что буду один. С другой стороны, я рискую, я буду без денег. Вот какой-то такой своего рода выбор. Давайте мы узнаем. И что же, чего ждать? Но, видимо, вам придется этот баланс как-то найти. Вам придется, может быть, деньги даже где-то или экономить, или быть более скрупулезно расчетливым, мои дорогие. А для кого-то из вас эти деньги будут необходимы. Тут все-таки финансовая история нам продолжает, раскрывают ее. Может быть, это вопросы, связанные с жилищем, или, может быть, это будут вопросы, связанные с вашей работой, бизнес, да? Тут как будто накопить сумму какую-то нужно. Не случайно королева Пентаклей и сундучок с деньгами. А вверху с чего началось? Двойка. Двойка мечей. Это, я сказала, как и может быть и конфликт, или как выбор, путаница какая-то. А из-за чего путаница? Дальше у нас идет король Пентаклей. И это либо денежная ситуация, либо связанная даже с конкретным человеком. И, к примеру, мои дорогие девочки, тут надо быть во всех ипостасях. Тут надо быть и королем, то есть где-то в более холодных мужских энергиях. Мы все мужчины, они более рациональны. Но для вас, может быть, мои дорогие мужчины, тут обратная ситуация. Вам придется входить в чье-то положение. А для девочек тут наоборот. Все положения вы уже, наверное, насколько могли, вошли. Здесь идет речь о том, чтобы себя не обесточить, себя не пустить в какой-то тираж. Но, видимо, баланс придется все-таки искать. Или быть дипломатом, может быть, с кем-то договариваться. Но королева Пентаклей – это, знаете, та, которая из любого хаоса умеет отстроить порядок. Но вам предстоит этот еще какой-то порядок наводить. Может быть, это будет связано с этими переменами или какой-то новостью, возможностью, которую нельзя упустить. Вот правда, я тут вижу, посмотрите, стабилизация в любом случае, какой-то финансовой ситуации и улучшение вопросов, как минимум, по части вашей работы или даже по части вашего жилья. Конечно, мы все разные, но я такое могу предположить. Ладно, и это нам о чем, к чему это все идет? Теперь уже хочется спросить с учетом этих двух карт, к чему это все идет? 13-й аркан, вы будете что-то завершать. Еще раз трансформация к Солнцу. Какой сложный расклад, мои дорогие. Пытаюсь это передать в более таких лояльных энергиях, но все же, что выпало, то выпало. Нам показывают, вот смотрите, семья, достаток, да, ну или даже денежный вопрос, пусть это работа, но это какая-то стабильность по десятке пентаклей. Дальше у нас башня. Дальше вот это лавирование или попытка как-то совместить, может быть, какие-то противоречия, или выйти из затруднительного положения, сидеть на двух стульях, как будто жизнь заставляет. И одна трансформация, но как будто у вас на кону и еще что-то будет меняться. Тут, я бы сказала, перемены в квадрате на пороге. Тут на пороге будет сначала одна какая-то тема для вас, когда вам вот этот жизненный экзамен нужно сдать, чтобы родилось что-то новое, как новый жизненный этап. И потом, в последующем, вам на этом все не заканчивается. Вы здесь подводите какой-то итог и в то же время понимаете, что тут нужно и себя сохранить, и вот дождаться какой-то, или ухватить вот этот шанс, какую-то возможность, и в то же время, может быть, по 8 мечей вы будете чувствовать себя словно скованным, или у вас будет, может такое, знаете, как много сомнений, карта искаженного восприятия, тут не надо себе устраивать ненужную философию, понимаете, тут действительно на самосохранение идет весь наш расклад и приумножение по части каких-то благ, качества жизни. Вы должны выйти словно на новый уровень качества своей жизни. Вот если мы спросили, что идет на ваш порог, новое качество жизни идет на ваш порог, но через какую-то сложную трансформацию. Причем такую, которая сначала первый идет заход, потом и еще как чистка пространства, какие-то выводы, итоги. А после этого, ну, так вот тоже не совсем какой-то период, когда ты можешь расслабиться. Нет, ты тут тоже настороже. И это совершенно обосновано, потому что у нас потом заканчивается какой-то, ну, либо тема,
либо тема, может быть, у кого-то по работе, или даже тема отношений, может быть, тоже. Потому что всегда, когда 13-й старший аркан, это тоже трансформация, но еще и окончание. Завершается окончательно прошлое. И, может быть, это прошлое, но знаете как, для вас будет означать сначала в одной из сфер жизни. Может быть, это касается какого-то близкого человека. Вам придется принимать решение. А потом, скорее всего, это будет сфера финансов. И вы где-то уже можете сейчас чувствовать. Ведь первые карты, вот первое, то, о чем мы с вами говорили, я сказала, что у вас свои есть планы. И вы понимаете, что несмотря на то, что вы ресурсный человек, и, может быть, кто-то очень хотел, чтобы вы ему и помогли, но это нарушает ваши планы, потому что вам сейчас обязательно нужно удерживать какую-то финансовую ситуацию, и я не могу сказать, что вам это просто сделать. И у вас, наконец, это получается сделать, и следом идет трансформация, но это совершенно неизбежно, потому что это дорога к Солнцу. Вот я могу планетарно по транзитам, даже если вы смотрите этот расклад в сентябре, предположим, да, что-то подобное у вас может до конца 2025 года проясниться, завершиться. Ну, если вы позже открыли видео, значит, тут будут какие-то свои сроки, но в любом случае это то, чем вы будете заниматься последующие 6-8 месяцев. Но вот до этих 6-8 месяцев у вас и еще, может быть, вот эти 2-3 месяца будут вам необходимы, чтобы вот окончательно все точки над «и» расставить. И к чему это все идет? Чего ждать? Чего же ждать? Ну, люди, наверное, не меняются, я об этом говорила. Кто-то, и прежде у нас выпадало, да, после аркана «Мир», вам выпала 7 жезлов, и я говорила, спасать себя. Так и тут-то тоже нельзя промахнуться, потому что нам тут могут что-то говорить, могут разные люди, кстати, новые приходить в вашу жизнь. Может быть, приходится вам диапазон общения расширять, да, какие-то контакты, может быть, даже по работе. Но, видимо, вы должны быть практически магом и волшебником, чтобы не попасться на чьи-то уловки. Тут конкретно уловка. Сидит такая соблазнительная дамочка, ну и молодой человек. Уже глаз загорелся. Но мы не должны быть вот как эта девушка, которая так положила голову на плечо и глаза закрыла. Мы не можем на что-то глаза закрывать. Вот вас, может быть, проводит жизнь вот такой сложной какой-то дорогой, потому что вы должны на другой уровень качества жизни перейти. Чего ждать дальше? Вот что должно завершиться, да? Вас кто-то может попытаться. Ну, наверное, у хитрости и манипуляций всегда одни методы. Вот примите это к сведению. И зная это ваше уже как будет кредо. Или когда вы понимаете, что вот туда точно не ногой. Я уже это проходил или проходила. Служанка в ожидании, так называется эта карта, мои дорогие. Вот мы не должны быть служанками в ожидании. И где-то 7 мечей – это когда мы можем туда как раз попасть. Нам всей правды не скажут, а мы ее и не видим, а тут уже какая-то другая история. И вот, понимаете, свое драгоценное время мы ведь живем одну жизнь. Жизнь – это не генеральная репетиция, а это вот сразу набело, как будто мы, да? Мы проживаем сегодня, и потом мы не вернем вот это потерянное время, упущенные возможности, или вот эти возможности или шансы, которые мы просто кого-то сидели или ждали, и неважно, чего это касается. Работы, например. Нам ведь тут не говорят, а может быть и любовная история. Вот, видимо, вовремя все расставить по местам. Вот вас жизнь, мои дорогие девочки, ну, мужчины, перекладывайте на себя. Вас жизнь учит все расставлять по местам. Ценить себя. Давайте немножко вперед. Мне так и хочется. Это мы все на пороге. Неожиданный расклад. А что вас ждет дальше? Что будет дальше? Потому что тут действительно трансформационные процессы. Что будет дальше?
По пятерке чаш это, знаете, какой-то вытоптанный сад. Вот так и называется карта вытоптанного сада. И на самом деле кто-то, вот, видимо, мы, может быть, и позволяли, словно залезть сапогом в нашу душу, там потоптаться, навести какой-то хаос. Карта нам говорит, что нет, тут не все потеряно. Тут самое главное себя сохранить. Мы можем, ну и пусть лепестки какие-то опали, мы ведь можем тут все поправить, правильно? Навести порядок, взрыхлить, будем говорить, убрать там, если есть мусор, расставить вот эти кубки так, как нам нравится, посадить, может быть, туда еще и по цветочку. То есть мы, это в нашей власти, понимаете? Ну и пятерка чаш – это карта сожаления, что будет дальше. Вы можете прийти к выводу, как много вы потеряли, сколько вы упустили, так вот, если честно. Просто потому, что на кого-то надеялись. Мои дорогие, вот такое может быть. Поэтому тут и трансформация неизбежна. И что же будет дальше? Ну вот смотрите, опять как обнуление какое-то. Вы знаете, бывают такие люди, ну, наверное, и вы, если вы смотрите до конца расклад, когда за одну жизнь мы словно несколько жизненных этапов, которые похожи на каждую жизнь в отдельности. Вот за одну свою жизнь мы проживаем несколько. И, видимо, не случайно еще под картой Солнца выпадает нулевой аркан. Это начало, начал. Может быть, это как новые возможности, новое качество жизни, я говорю, да. Но, может быть, это новый круг друзей, новый круг знакомых. Это новые перспективы, даже если мы возьмем вашу работу, вдохновение. Здесь учиться себя беречь и, может быть, даже если и были какие-то минусовые ситуации, все равно идти вперед. Идти вперед, но осмотрительно. Вот опыт, наверное, все-таки нам об опыте говорят в нашем с вами раскладе. Да, об опыте и оставлять прошлое в прошлом. Вот, наверное, такие перемены идут на пороге или может быть, это будет связано даже с личной жизнью или с какой-то рабочей историей. Наверное, две, я бы сказала. Тут какая-то глобальная трансформация, мои дорогие. Перекладывайте на себя. Я буду благодарна вашим комментариям, потому что для меня, я признаюсь, это немножко сложный расклад. Да, я думаю, такие серьезные старшие арканы, вам, наверное, как по этой колеснице в самом начале выпала карта. И тебе отсюда полный вперед, не оглядывайся назад. И завершается ведь то же самое. Оставь прошлое в прошлом. Но, может быть, если вот первый вопрос, что идет на ваш порог, что-то до боли знакомое пытается заново, как какое-то дежавю, может быть, в ближайшее время войти в вашу жизнь, а вам нужно быть прозорливым и где-то напоминать, что подобный опыт вы уже проходили. Перекладывайте на себя, оставайтесь со мной, мои дорогие. Подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю искренне, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.